Всем привет! Неделю назад выставил капканы, а сегодня выхожу с проверки. Поэтому предлагаю посмотреть видео о том, как выставлял капканы, как проверял их. Но сразу скажу, что никакого экшена не будет, потому что самоловная охота — это просто труд достаточно тяжелый, утомительный и не особо, скажем так, зрелищный по сравнению с той же охотой с собаками. Сейчас 9 часов 20 минут. 20 минут назад я вышел из машины. Вот за это время прошел чуть больше километра. Иду сегодня по новой дороге к Зимовью. Решил сегодня пробежаться, как раз заодно посмотрю места установки для капканов. Погода у нас уже по-настоящему зимняя установилась. Из дома вышел, было минус 24, но здесь теплее гораздо. Подъезжая сюда, датчик в машине показал 14, минус 14 всего. Хотя в городе было минус 24. Такие здесь скальники красивые у нас. Скальные останцы, как их обозначают на карте. Что, Илба, готова к труду и обороне? А? Давно не видел следов этих. Горностая или ласка, сейчас точно не скажу, но какой-то мелкий куний. Скорее всего, конечно, ласка, потому что мелковат след. Но давно такие следы я не видел в угодьях, вообще уже не знаю. Лет 10 точно не встречал. Вот здесь попался следок. Добрался до зимовейки старой, заброшенной. И тут рядом с ней такая интересная штука. Глухарь ходил, прямо к зимовью подходил. След. И тут же соболь бегал. Вот Илба. Время 10:48. Меньше чем за 2 часа дошел. Нашел наконец-то самую короткую, наверное, дорогу сюда. По дороге подобрал несколько мест. Около десятка, где буду капканы выставлять. На обратном пути пойду. На сегодня план такой. Сейчас кипячу чай, сушусь немножко, отдыхаю. Готовлю приманку, капканы. Выставляю здесь часть капканов вниз по распадку. Что-то собака слушает в лесу. Что-то собака услышала. Часть капкана буду выставлять вниз поручу. А завтра буду подниматься и там выставлять уже в сторону дороги. Зашел в зимовую, первым делом проверил, где же флешка. И вот она лежит. Как в прошлый раз вытащил, оставила здесь. Попробуем зажигалкой опять зажечь. Горит, но явно газ подмерзает уже при такой температуре. Приготовлю наживу. Убрал всякие отходы мясные.
Рябчика остатки. Курица тут вот у меня. Рыба есть. Утка. Пока сюда спускался, по распадку было хорошо следов соболиных. Вот уже почти 11:30. Время обедать. Как раз сейчас чай скипит. Пью чай. И пойду работать. В этом сезоне решил ставить капканы в естественных условиях, то есть никаких специальных сооружений не делая, просто находя места подходящие, поваленные деревья, на которых можно установить капкан. В студенчестве был у меня опыт такой, что на практике, на одной из практик у нас капканов было очень мало, всего 5 штук у меня было. И специально сооружать ничего тогда не стали. Просто на поваленных деревьях, на валежинах, на выворотнях таких, выскорях поставил я эти 5 капканов. В эти 5 капканов поймал 2 соболя. То есть, учитывая, что было всего 5 капканов у меня, то в принципе очень хороший результат, можно сказать. В этом году тоже решил ничего специально не сооружать. Буду вот на таких естественных местах, так сказать, ставить капканы. Посмотрим, что получится. Вот нашел такое сломанное дерево, естественно. Капкан установил. А вот прямо тут проходил соболь. Вот нашел очередную подходящую деревину наклоненную. Вот таким образом попытался установить проходной КП-120. Не знаю, посмотрим, что выйдет из этого, не выйдет. Так еще не ставил. Ставил такие капканы только в двориках в прошлом году. Ну, в принципе, работал нормально капкан. Даже ласку умудрился поймать. Четвертый капкан установлен. Тоже здесь стоит КП-120. Когда стоял в дворике, дважды попадал соболь в один и тот же капкан. И оба раза не срабатывал отчеп, видимо, потому что капкан быстро убивает, обездвиживает соболя. Он мало двигается и отчеп не сдергивается с насторожки. Одного соболя немного мыши попортили, второй был более-менее целый. Ну, поэтому решил ставить такие капканы повыше, даже если его придавит прямо на дереве, чтобы хотя бы мыши не добрались до него. Осталось 2 капкана установить на сегодня по плану. Сейчас их выставлю и, наверное, пройдусь вниз по реке, вдоль реки. Совсем рядом с речкой. Журчит слышно, как река. Но уже подо льдом. Неделю назад еще я здесь проходил недалеко, как раз переходил реку, она еще текла. Не полностью была замерзшая. Сейчас уже воды не видно открытой. Подо льдом. Ах ты, чуть не по пальцам. С рябчиком. Подошел к старому зимовью, полуразрушенному, точнее уже погибшему зимовью. Крыша провалилась давно, изгнило оно. Сейчас я его нашел этой осенью, когда уже ходил здесь. Нашел случайно, шел по тропинке, вот вышел. Сейчас просто проходил мимо, решил зайти, смотреть, как оно зимой выглядит. Зимовье интересное. Интересное зимовье тем, что скамейка сделана возле двери. Выйти, сесть, посидеть, покурить, не знаю, посмотреть на костер. Здесь вот кострище со столом, скамейкой. И еще что меня
Ну, удивило, никогда не видел так высоко поставленных печек зимовых. Сделан такой вот помост из досок. Потом плетняк, камни, и уже стояла печка. Вообще у нас стараются печки ставить пониже, чтобы и холодно тоже внизу не было. Здесь сделано наоборот очень высоко поднято. Тоже такие маленькие окошки совсем сделаны. Здесь и со второй стороны совсем еще такой продых какой-то прорублен, пропилен. Соболя здесь тоже ходит, прямо рядом с зимовьем прошел соболь. Спасибо, хозяин. Через неделю вернемся. Пошли. Сюда пошли. Сюда пошли. Вчера, когда спускался к зимовью, вышел на старый путик охотничий. Здесь такие остатки сооружения остались от установки капкана. Решил тоже здесь сейчас поставить капкан. Посмотрим, как на старых местах удачи будет улыбаться, нет. Заканчиваю выставлять капкан, остался последний. И уже возвращаюсь своим следом. По моему вчерашнему следу уже прямо по следу прошли косули. То есть получается этим следам не больше суток. По моему следу косульки бродят. Ничего не боятся эти звери. В очередной раз иду, кручу башкой по дороге и увидел крышу. Какое-то сооружение, не знаю, зимовье, не зимовье. Ну, короче, домик с крышей. Сейчас пойдем смотреть. Вот он. Вчера проходил, главное, не заметил. Сегодня иду в обратную сторону. Оно стоит. Такое вот сооружение. Остатки, точнее. Стены одной нет. Из жердей и палок. Чая здесь нет. Будем чай пить снеговой. Сейчас оба котла набью, чтобы быстрее вода натопилась. Приладил посох свой вместо таганка. Он еще не совсем высох, поэтому не успеет перегореть. А обуглится, ничего страшного. Крепче будет. Маленьком уже закипает вода. Все, уже закипел котелок. Чай буду пить
со смородиной и с молоком. Несколько веточек сейчас кину для аромата. В ручье, где капканы ставил, там смородины много оказалось. Вот набрал немножко. Сейчас попью чай смородиной. Пью чай. Машина уже должна подъехать скоро за мной. Капканы почти все выставил, оставил один. Приманки на него не хватило. Не хватило, потому что рассчитывал, что добуду чего-нибудь, хотя бы белку. Но белок тут совсем нет. Ни одного следа не видел. Ни вчера, ни сегодня. Да? Все нормально, отец тут должен приехать скоро. А когда звонил? Ну все, мне надо тогда бежать. Куратистка. Прошла неделя после установки капканов. Иду на первую проверку. Подошел к первому капкану. Пока шел, на следу на моем был след собаки. Вот за 100 метров до капкана, до первого. След пропал. Здесь ее не было. Капкан в принципе стоит. Единственное, мне вот непонятно, почему тут немножко была сдвинута приманка. Скорее всего, птицы сдернули. Потому что маскировку немного задели. Сейчас подновлю приманку здесь. День сегодня обещают теплый, до +5. Ого. Собака у меня убежала уже за 400 метров. Собака одна, сегодня метель. Молодые собаки у меня потекли. Оставил их, поэтому иду с одной метелью. Подновил приманку на капкане. Добавил немного курицы. Сейчас иду дальше. Единственное, посмотрю, где собака. Собака уже 800 метров. Фу-ту-ту-ту-ту. Движется. Ну, ладно, пока не буду, что называется, дергаться. Пойду проверять дальше путик до ЛЭП. А там сориентируюсь, потому что собака сейчас как бы движется вдоль ЛЭП. Если что, там по ЛЭП ее уже буду искать, догонять. Капкан второй. Тоже все насторожено, нормально. Приманка здесь у меня в тот раз не хватило. Оставался кусок мяса. Грудинки копченой, я его повешал. Как и на последнем капкане. Сейчас сюда добавим соболиную ногу. Один из испытателей этих капканов в одном интервью своем говорил, что кусок приманки должен быть крупный, хороший, то есть чтобы рот радовался, так сказать, у зверька, чтобы он хотел его взять. Ну и опять же, на дольше ее хватает, если птички расклевывают, там, мыши, птицы, то на более долгий срок хватит большого куска. Это здесь в качестве приманки для мышей раскидаем, потому что соболь тоже реагирует на всю эту мышиную возню. Следы соболиные были по моим уже следам с прошлой недели, но все они были ближе туда, ближе к трассе. Там я капкана не ставил. Соболь пробежался по моим следам и даже в 3 местах оставил мне метки в виде пометов.
Так, метель у нас уже больше километра находится. Это не страшно, километр не так далеко. Сейчас дойду все-таки до пересечения пути Кослеп, и там уже буду принимать решение, куда двигаться дальше. Может, уже она вроде даже как и возвращается уже, да, в обратную сторону бежит, сокращается расстояние. Очередной капкан. Тоже ничего не попалось, не сработавший. Соболиные вот здесь есть подходы, но относительно свежие даже. Соболиные следы. И, можно сказать, не старые. Подмороженный пару суток назад. Но не залез в капкан. В принципе, объяснимо, почему не залез, потому что дни у нас сейчас стоят теплые, можно сказать, прям оттепель. Почти весенняя погода. А вчера в городе было плюс 11 даже, показывали термометры. На сегодня и на завтра здесь, в этой местности, передали плюс 5. Небольшой снег. Ну, в принципе, похоже на то. Снег вот налипает на обувь. Сейчас здесь тоже подновлю. Добавлю наживы. Собака снова удаляется больше километра и ушла со связи. 1200 метров уже показывает. Но не лает пока. Пока не залает, не пойду. Дошел до Лэп уже. Собака все еще более чем в километре в мою сторону не направляется. И здесь вот дорога вдоль Лэпа. На дороге следы непонятного происхождения. То ли волки, то ли собаки. Помет еще лежит такой. Собачий, конечно. Ну, собачий или волчий. О, теплыня, аж пауки ползают. Растаяли. Вторая кучка явно состоит из шерсти. Косули или кабарги. Какого-то, короче, животного. Вот у меня сомнения теперь. Собаки это или волки. И следы-то тут относительно свежие. Ну, видно, что крупный собачий такой след. Вот такой след. Похоже, что не один зверь здесь ходит, или не одна собака. Вот, минимум здесь 2 следа. Вот такие они тут устраивают. Покопки, опять помет. Ну, не знаю, будем надеяться, что это собаки все-таки. Так, а вот дальше нет. Скорее всего, это собаки, потому что здесь недалеко есть, ну, жилье, так скажем, где постоянно люди бывают. И, возможно, там собаки у них живут. И вот они, наверное, шарятся по лесу. Гоняют тут, наверное, всех зверюшек. Сейчас дойду, тут уже меньше 200 метров осталось. Зимовейка, которую нашел в прошлом году случайно, проходя мимо здесь, увидел в лесу. Сейчас до нее дойду, подожду собаку там. Может быть, даже чай скипячу. Потому что пока идти туда смысла нет к ней, она не лает. Что-то там все крутится, может, конечно, след какой-то разбирает. Поэтому пока подожду. Если уж залает прям, то пойду к ней. Ручеек здесь рядом с зимушкой. Сейчас водички наберу. Скипячу чайку. Пока жду собаку. Да, она что-то пока не лает, но не возвращается. Не знаю уж, чем занята. Но ждать все равно надо. Небольшие изменения тут произошли с прошлого раза. Навес куда-то пропал. Даже видно, что отпилены здесь стояли
и поперечины, на которых лежал тент синего цвета. Его тента нет, поперечины стоек тоже нет. И судя по тому, что увидел внутри, здесь внутри видно березовые вот эти дрова, это как раз были стойки и поперечины навеса. Кто-то их на дрова извел. Завеска тут вот появилась, ее вроде бы не было в тот раз. Из коврика какого-то. Метель вроде как возвращается. 880 метров осталось. Интересно, куда придет. Своим следом и меня догонять будет, по-моему, или как-то напрямую выйдет. Потому что иногда у собак, даже не знаю почему, у некоторых как будто компас в голове какой-то, или не знаю, навигатор стоит и выходит прямо. То есть не возвращается своим следом, а выходит прямо на меня. Несколько таких собак было у меня, но не все так делают. Все, чай уже кипит вовсю. Минут 10 прошел. Ну и традиционно бабульник. Столик есть. Ну что, метель как раз одна из тех собак, особо никогда не терялась. Бежит она вдоль лэп по дороге, вот по той дороге, на которой были следы, то ли волчьи, то ли собачьи, помет там этот. Вот она бежит по этой дороге как раз вдоль лэп в мою сторону. Осталось уже 350 метров. Сейчас посмотрим. Бежит старушенция. Ай, молодец, ай, умница. Пришла, сама пришла. Ну что видела там, рассказывай, а? Когда вы научитесь рассказывать собаке все, что вы там видели, слышали, делали? Ну иди сюда, иди ко мне. Чего устала? Ну, а что-то аж снег ест. Собаку дождался. Сейчас попью чай по-быстрому и пойдем дальше по путику. Еще осталось 2/3 капканов проверить. Пока пусто. Дальше посмотрим. Дошел до первого капкана, который стоит после лэп. Наживы здесь нет, но и капкан не сработал. Там следы по самой деревине есть, соболинные. Подход как бы есть. Но здесь дальше снега не было, поэтому непонятно, подходил ли соболь сюда. Мог ли он обойти капкан? В принципе, да, мог, если бы наступил сюда или сюда. Поэтому сейчас я этот сучок уберу. И приманку попробую повешать вниз, чтобы она висела. Следующий капкан. Попалась птица. Точно не могу определить, какая она. Кедровка, что ли. На приманке была утка. А потом подходил соболь. Следы вот вокруг есть. Следы довольно свежие. Может быть, пару суток им, не больше. Он съел эту птицу. Это даже хорошо. Сейчас по новой насторожу капкан с приманкой, со свежей. И буду надеяться, что он сюда вернется. Следующий капкан. Здесь у меня стоит КП проходной. Сейчас немножко подновлю приманку. Ну и сразу разрублю нависшую через тропинку
Лисинка здесь поваленная. Все ходил, об нее обходил. Сейчас перерублю, раз уж остановился. Очередной капкан. Капкан сработавший. Попалась сойка, по всей видимости, изначально. Но ее-то съел-то соболь, по всей вероятности. Судя по следам, здесь следов очень много соболиных. Он ее сожрал. Но будем устанавливать. Есть надежда, что вернется. Учитывая, что здесь и запах остался, и вид уже такой интересный у места. Сейчас поставлю капкан, свежую приманку поставлю. Приманки, кстати, нет. Была здесь у меня на приманке, была здесь. На приманке здесь у нас курица была. Осталось 2 капкана до зимовья. Сейчас проверю их в зимовье. Оставлю там ненужные вещи и от зимовья проверю вниз еще. Буду завтра возвращаться этим же путиком и проверим. Может быть, и залезет какой соболяк. Добрался до зимовья. Капканы, которые стоят до зимовья, ничего не поймали, кроме 2 птиц. Птиц этих съели соболя. Ну, то есть соболя ходят, капканы, места установки проверяют. Ну, надеюсь, что как только погода немного установится, более морозная, начнут они лазить, проверять места установки. Им, наверное, будут попадаться. Сейчас затоплю печку в зимовье, немного разгружу рюкзак, оставлю лишнее, что не нужно. И пойду проверю оставшиеся 5 капканов вниз. А там по времени уже посмотрю, еще может пройдусь небольшой кружок с собакой. Вверх или вниз по реке. Наверное, вверх. В тот раз ходил вниз, в этот раз хожу вверх. Пришел, кручу, думал, он еще бежит, а он журчит в камнях. А открытой-то воды нет. Придется идти за топором. Не знаю, может еще и до воды достучусь. Печку набью поплотнее, чтобы подольше горело. И пойдем. Еще работа есть. Отдыхать потом будем. Дошел до последнего капкана ниже зимовья, который стоит у реки. Капкан спущен. Рябчик тут висел, почти весь съеден. Перьев очень много. Ну вот. Значит, попалась сюда опять птица в этот капкан. Лапка вот. Сойка, наверное. Или кедровка. А соболь ее сожрал, видимо. Короче, расторожила капкан птица. Потом приходил соболь, следы здесь есть на подходах. Явно он тут был. Еще 4 капкана прошло. В 3 из них приманки нет вообще. И капканы настороженные, то есть не растороженный. Непонятно даже, куда приманка-то делась. То ли мелкие птички съели, столько смогли утащить. То ли соболь как-то капканы обошел. Потому что следы возле каждого капкана практически были. Вернулся в зимовье. Собака у меня внизу в речке подхватила след соболя. Сейчас
находится выше Зимовья почти на километр. Но сейчас пока пью чай, может что-то станет проясниться, станет яснее. Лает она все-таки не лает-то. Стоит и не стоит идти туда. Время уже без 15:04, осталось 1,5 часа светового дня. И связь пропала с собакой. Сейчас поменяю антенну, может что прояснится. Дошел до метели, вышел на дорогу, как раз на дороге ее встретил. Сейчас по дороге буду возвращаться в сторону Зимовья. По прямой навигатор показывает 1400 метров. Вот в круговую будет пару километров. Сейчас примерно ходьбы, может минут 40, как получится. Хорошо бы успеть до полной темноты, уже вот сейчас сумерки. Ну, может, успею за час доскочить. Одно хорошо. Несмотря на то, что ничего не добыли, собака ничего не загнала. По следу она работала. Поработала вот больше 2 километров. Но, видимо, убежал все-таки соболь от нее. Ну и опять же я нашел тропу, которая идет от сгнившего Зимовья, от середины путика, можно сказать, вот на эту дорогу, на которую я сейчас вышел, она выходит. Буду теперь знать, если что, буду ходить тропой этой. Сверху идти очень удобно, вниз спускаешься. Но туда впаду к Зимовью. Осталось метров 600. Ой, устал. Поднимался сейчас в город. Сейчас вроде бы спуск должен начинаться. Вышел на какой-то ровняк и еле иду. Уже темнеет, без 10:06. А 600 метров осталось. Надо дойти. Там чай ждет. Вкусный чай со смородиной. Я практически дошел до Зимовья. Напрямую через лес. Снег хрустит. То, что за день оттаяло, сейчас замерзло уже. Наст. Или чир по-другому. Вот и зимуха. Вот она. Фу, добрался. Ой, красота. Чаю хочу, чаю. А собаки что-то нет. Фу, добрался до Зимовья. Сейчас попью чай. Маленько передохну, надо за водой сходить будет. Сразу не пойду, не могу, устал. Ой. Фу. Еле выгреб. Посмотрим, что в печке у нас осталось. Нет угли. Но тепло. Ой, еще сколько-то угольков жара. Сейчас подбросим и разгорится сразу. Ой, чуть не упал. Разгорелись дровишки на углях. Сейчас обсушусь быстренько и за водой схожу, за льдом. Немножко занялся благоустройством Зимовья. Полов здесь не было. Когда печка нагревает помещение, земля начинает таять, получается грязь. Тут были плахи, уже лежали заготовленные, распиленные. Решил я их на пол немножко пристроить. Так вот 4 штуки уложил на поперечину, подтесал там их. И там в том конце затесал и уложил на бревно вот так. Зато теперь можно даже босиком будет вставать. В принципе, здесь чисто будет, если сейчас не топтаться уже грязью. Высота позволяет здесь. Потолок не задеваю. За водой сходил. Вода пошла верхом по льду налить. Набрал поэтому в котелки.
Сейчас кипячу чай. Есть пока неохота. После марш-броска такого. Чай пью еще. Чуть, может, попозже что-нибудь приготовлю. Перекушу. Кушай. Ты хоть устала немножко, Метель? Устала так что ли? Даже не разгрызает. Глотает так. Камешки эти. Чисто. Метель. Все. Готовлю шаурму по-зимовейски. Взял лаваш, мясо, огурцы, помидоры, сыр. И вот прямо на печке поджариваю. Вот с одной стороны уже запек. Сейчас переверну на вторую сторону. Будем пробовать. Первый раз такое делаю в зимовье. Идет. Сейчас разрежем, посмотрим, что там у нас внутри получилось. С утра решил проверить еще раз капканы вниз от зимовья. Ну, предполагал, что здесь опять птица будет. Так и есть. Дальний капкан возле реки попала. Кукша опять. Но не зря сходил, хотя бы будет наживо еще на пару капканов. Потому что там в паре капканов у меня кто-то наживку съел, но капканы не спущены были. Вот проблема с птицами. Не успеешь насторожить, и он уже спущен. Нельзя, Метель. Очень тепло сегодня. Не знаю, плюс сколько, но даже снег не хрустит. То есть то, что за ночь замерзло, уже успело оттаять. Сейчас этот капкан обновлю. Приманку подвешу. Даже птица вот не замерзшая, которая попала в капкан. Ну, могла утром, конечно, уже попасть. Все здесь наживу обновил. Пойду дальше. Пока с соболями нам не везет, будем чагу заготавливать. На путике несколько деревьев таких заприметил. Достаточно большой чагой. Есть небольшими кусками, а вот несколько с такими вот хорошими. Килограмма, наверное, будет. Опа. Ну какой кусок. Еще один кусок чаги хороший. Даже два куска. 3. Нести. Но ничего. Своя ноша не тянет. Забрался на скальник. Думал, увижу Байкал, но не тут-то было. Сегодня Байкал не видно. Он скрыт облаками. Видно только ту сторону. Горы и облака, которые скрывают Байкал.